Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 6 января, друзья. Мы с вами накануне Рождества Христова. Мы с вами встречаем рождественский сочельник. В этом видео поговорим о том, как правильно подготовиться к Рождеству Христову, что можно, чего категорически нельзя делать, а также на какие знаки и подсказки Вселенной рекомендуем вам обратить внимание. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 6 января, и все мы с вами отмечаем канун Рождества Христова. По-другому этот день получил название как сочельник. Дело в том, что 6 января – это особенный день, в который заканчивается рождественский пост, который длился ровно 40 дней. История этого праздника берет начало с давних библейских времен, когда на небе появилась Вифлеемская звезда, предвестница рождения Иисуса Христа. Но обращаем ваше внимание, что начиная с сочельника у нас всех с вами стартуют святки. Святки начинаются с появления первой звезды в канун Рождества и длятся на протяжении 2 недель вплоть до Крещения Господня, до 19 января. А с вечера рождественского сочельника начинается коляда. Люди начинают колядовать, проводить гадания, и по всем этим причинам рождественский сочельник считается одним из самых главных праздников года по христианско-народной традиции. На вечере Рождества Христова в народе называли коляда, сочевник или сочевник. На сочельник взрослым необходимо было воздержаться от приема пищи и пить только водичку до восхода первой звезды, ориентировочно до 18 часов по вашему местному времени. И вот первая звезда символизирует вот ту яркую звезду, однажды оповестившую жителей земли, что на свет появился Спаситель, Сын Божий. Название праздника связано со сладкой кашей, которую принято ставить в этот день на стол. Называется каша сочева или кутья. Готовят ее из риса или из пшеницы. Добавляют в блюдо мед, мак, орехи, сухофрукты. И наши предки начинали с сочевом практически все трапезы в период с Рождества и аж до Крещения. Еще сочево принято кушать на похоронах и поминках. Только в этом случае состав блюда немножечко меняется. В застолье на сочельник по возможности должны принимать участие все члены семьи. Стол застилают белой скатертью из натуральной ткани. Под нее кладут сено, которое символизировало ясли, на которых лежал Иисус Христос после рождения. Кроме сочева на столе обязательно присутствует запеченная или отварная рыба, борщ, грибной суп, кисель или густой компот. Всего блюд должно быть 13. Это число обозначает Иисуса и его 12 апостолов. Как правило, стол украшают еловыми веточками, свечами, ленточками. На него ставят и праздничную посуду. Если не получается приготовить 13 блюд, то можно воспользоваться заготовками на зиму. Поставьте на стол маринованные огурчики, помидоры, капусту, консервированные салаты. Обращаем ваше внимание, что трапеза 6 января должна быть безалкогольная, а пища постной, жареной или заправленной растительным маслом. В состав блюд не должны входить молоко и мясо. Часто люди задаются вопросом, почему на столе обязательно должна быть кутя, кисель и рыба. Дело в том, что каждое из этих блюд имеет свое значение. Зерно, рис или пшено в каше – это зарождение новой жизни. Кисель или компот, в который входят зрелые плоды, это полное созревание жизни и ее завершение. Ну а рыба, обращаем ваше внимание, на греческом языке звучит как ихтиос, и это название связывают с именем Христа, появившегося много лет назад в этот день на свет.
Рождественский сочельник – это время чудес и исполнения задуманного. В этот праздничный зимний день принято загадывать желания, так как они непременно в жизни воплотятся. По народным поверьям, любое доброе дело, сделанное 6 января, обязательно вернется старицей. Конечно же, отмечать сочельник Рождества Христова принято в семейном кругу с родными и с близкими. Также обращаем ваше внимание, что надевать одежду надо только светлых тонов. Итак, друзья, у православных христиан трапеза 6 января всегда начинается с приема кути. Ну а после ужина принято раздавать подарки. Наши предки дарили друг другу их именно под Рождество, а в новогоднюю ночь, как это принято сейчас. Но это было совсем давно. Хорошим обычаем в этот день считаются танцы вокруг елки, особенно на открытом воздухе. Еще после ужина начинаются рождественские колядки. В основном колядовать ходят дети и молодежь. В колядках принято прославлять Иисуса Христа, поздравлять хозяев дома с его рождением и, конечно же, просить угощения. Для верующих людей обязательно является посещение рождественского богослужения, а для людей, желающих причаститься, предписывается строгое постное меню сухоедения – хлеб, фрукты, овощи и чай. Плохим знаком было, когда в доме засыпали, и чтобы этого не случилось, хозяева, если и ложились на кровать, то в праздничной одежде, чтобы не заснуть. При этом старшее поколение, состоящие в браке, старались из дому не выходить лишний раз. Это была плохая народная примета, которая не несла ничего хорошего. Для свободной девушки и парня было хорошей народной приметой чихнуть во время праздничного ужина. Девушка в таком случае в грядущем году обязательно выйдет замуж, а парень станет хорошим казаком. При этом, если такое случится, отцы иногда дарили своим детям подарки. Девушкам теленка, а парням жеребенка. Также хозяева радовались, когда в этот вечер приходили в гости одинокие и неприкаянные люди. Это означало, что в грядущем году в семье будет счастье, радость и достаток. Поэтому таких гостей щедро одаривали и угощали. Так как в сочельник готовились к Рождеству, то старались всю еду приготовить к празднику еще до восхода солнца. Тогда, согласно поверьям, в семье будет достаток и богатство. А снежный покров говорил о том, какой урожай будет в наступающем году. Так считалось, что чем больше в канун Рождества снега, тем богаче будет урожай. Если же перед 6 января выпадал снег, но к сочельнику растаял, это говорило о том, что будет хороший урожай гречки. А вот если иней и сугробы, это к хлебородию. Также следили внимательно и за звездами. Если, к примеру, на небе много звезд, то летом будет много гороха. А если звезд мало, то и ягод будет также не густо. Плохим знаком было и то, если Млечный Путь был тусклым, это к ненастью. На стол хозяева старались не скупиться, ведь чем обильнее будет ужин на сочельник, тем богаче пройдет и грядущий год. Также старались этого вечера не ссориться и избегать разногласий на весь период праздников. Ведь если с кем-то поссориться или поспорить в эти дни, весь год пройдет в ссорах и разногласиях. Что же можно было делать 6 января в рождественский сочельник? Вы знаете, в рождественский сочельник 6 января во всех православных храмах проходят праздничные богослужения. В это время в церковь приходят даже те люди, кто бывает здесь редко. Особая атмосфера праздника настраивает на благие помыслы и хорошие поступки. Наши предки знали, накануне рождественского сочельника нужно обвязать стволы деревьев в саду соломой. Этим их оберегали от морозов. К тому же крестьяне считали, что подобный ритуал поможет деревцам расти здоровыми. Пучки соломы лежали и на столе. Несмотря на то, что рождественский сочельник – это праздник православный, и церковь не приветствует всего, что связано с магическими действиями, на Руси в это время и гадали, и верили в народные приметы, и передавали их из поколения в поколение. Даже колядки пользовались любовью, хотя это считается порождением язычества.
Конечно же, рождественский сочельник считается и временем примирения. В этот день нужно простить старые обиды, забыть обо всех недомолвках. Только такие люди могут рассчитывать на счастье и на любовь. Конечно же, в канун Рождества во всех семьях и в домах наши предки готовили праздничное угощение, приводили в порядок одежду. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-колядки и просили у хозяев угощения и денег. Сочельник – это время для ужина всей семьей, желательно в родительском доме. В прежние времена вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор поглядеть на звезды, высматривая путеводную звезду. По народным приметам рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве. В рождественский сочельник наши предки обязательно жгли навоз в своем дворе. Верили, что тогда родители, которые покинули земной мир, не будут мерзнуть на том свете. Обязательно нужно было расставить и по дому зажженные свечи. Тогда в нем поселится мир и богатство. Также постарайтесь в рождественский сочельник помириться друг с другом и надеть на себя красивые светлые вещи. Также обращаем ваше внимание, что 6 января в рождественский сочельник нужно ходить по соседям и родным, распевая колядки и желая всем счастья, радости и благополучия. Давайте теперь поговорим о том, а что же нельзя было делать 6 января в рождественский сочельник. Итак, друзья, главное, что нельзя было делать в 6 января, это отмечать праздник в темных и в черных вещах. Согласно народной примете, если приходить в печальном образе, то весь год проведете в горестях и в болезнях. По народным поверьям запрещалось 6 января уходить из дома. Люди верили, что тогда скотина убежит в лес, где ее съедят хищники, или же животное утонет в болоте. Нельзя в рождественский сочельник ткать и шить. Наши предки считали, что таким образом угождаешь несчастью и призываешь его в свой дом. Одно из обязательных блюд рождественского стола были блины. Так вот, существовал запрет на съедание первого блина. Его обязательно относили в хлев и переламывали через серп, а после преподносили в качестве дара овинному, чтобы он не таскал шерсть овец. Птицу 6 января в рождественский сочельник держали голодной. Если же ее накормить, то весь огород перероет. Не разрешалось также в этот день и тяжело работать. Считалось, что кто ослушается данного запрета, тот весь год проведет в тяжком труде. Запрещено было и есть до появления первой звезды. Нарушителю грозили голод и нищета. Нельзя было, находясь за праздничным столом, много болтать. На языке иначе может выскочить долго незаживающий волдырь. Пить сегодня алкогольные напитки означало призывать нечистую силу, которая могла нанести огромный вред и дому, и присутствующим в нем. Кто выйдет во время рождественского празднества из-за стола, может сильно заболеть. Запрет, что незамужние не должны сидеть в углу стола, был всегда, но именно сегодня девушка, которая слушается этого, может навсегда остаться в девках. Также запрещено было праздновать Рождество обиженным или должником, иначе весь год так и проведете вечно недовольным и просящим взаймы. Обратите на это, друзья, внимание. По народной примете, кто сегодня далеко от дома уйдет, тот в течение года будет скитаться. Нельзя, чтобы 6 января в рождественский сочельник во время праздничного застолья находилось и нечетное количество людей, иначе один из сидящих за столом может не дожить до конца года. Если же не получилось следовать такой народной примете, то ставили дополнительный столовый набор. Таким образом старались нейтрализовать последствия этого поверья. Не разрешалось и сегодня посещать могилы умерших, поскольку считалось, что усопшие вскоре могут к себе позвать.
Традиционно в этот день по домам ходили колядующие, которых нужно было обязательно впустить к себе и сытно угостить. Того, тот, кто нарушит этот обычай, ждут большие проблемы с деньгами и со здоровьем при этом на протяжении всего этого года. Вот такой, друзья, у нас с вами праздник 6 января, накануне Рождества Христова, или рождественский сочельник. Мы всех поздравляем с наступающим Рождеством, желаем всем здоровья, благополучия, изобилия, достатка. Пусть все ваши самые искренние мечты и желания обязательно осуществятся. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами в следующем видео.